Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает стрельцов в апреле 2026 года. Первое апрельское событие 2 числа будет полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа. 10-й дом — это дом работы, статуса, дом репутации и карьеры. И полнолуние в 10-м доме гороскопа — это период перемен в работе, статусе, репутации либо карьере. Это не всегда что-то глобальное, но это может быть, например, поменяли паспорт, поменяли какую-то бумажку, которая дает вам на что-то право. Допустим, водительское удостоверение заменили, и все в таком роде. Но также у некоторых стрельцов, у которых пришло время, это может быть и смена должности, смена отдела на работе. То есть какие-то процессы на работе могут меняться, а у кого-то и увольнение в том числе. Со 2 апреля по 11 мая ваш 4-й дом гороскопа заходит Марс. И Марс, кстати говоря, тоже может говорить о том, что стрельцы некоторые могут увольняться, либо менять работу, либо менять должность, ну, либо пойдут в отпуск. То есть есть тенденция на то, чтобы немного оставить работу и на то, чтобы были какие-то перемены в работе. В целом Марс в 4-м доме гороскопа указывает на поездки, переезды, путешествия, на то, что вы можете куда-то отправиться, но и также на то, что к вам может кто-то приезжать, либо привозить какие-то вещи в том числе. Марс — это планета активная такая, поэтому дома может быть как-то шумно, например, соседи ремонт затеяли, либо вы там какой-то ремонт затеяли, перестановку и так далее. И в целом Марс про то, что 4-й дом — это еще дом внутреннего ощущения счастья. И когда по 4-му дому внутреннего ощущения счастья идет такая планета, как Марс, у нас на душе становится немножко неспокойно с той точки зрения, что мы начинаем чего-то хотеть, знаете, вот как свербит, вот чего-то хочется, чего непонятно. И начинаем что-то действовать, что-то искать. Когда вот очень сильно скучно, нам стало очень сильно скучно, мы начинаем действовать. Вот такая вот история может быть, когда идет Марс по 4-му дому гороскопа. Но и в целом все равно может быть как-то очень шумно станет там, где вы живете, очень как-то активно и не очень уютно, и вы захотите что-то там поменять, потому что есть вот поездки, переезды, все в таком роде. С 10 апреля по 30 апреля по вашему 4-му дому гороскопа пойдет Меркурий. Меркурий тоже говорит о поездках, о временном проживании не дома, а в гостинице, в гостях, в арендном каком-то жилье. И, может быть, даже не очень уютно, потому что там Сатурн, Марс, Меркурий, какая-то такая история. И помимо этого есть еще указание на то, что вот, например, если вы в отношениях, но вы не живете вместе, то, может быть, нужно будет съехаться, либо вместе поехать в какое-то путешествие, вместе поехать на какой-то отдых. И Меркурий тоже про перемены в работе, тоже про то, что в работе могут происходить перемены, а они такого могут происходить характера. Допустим, у вас меняется офис рабочий, рабочий кабинет, или на работе тоже, допустим, какая-то перестановка. Но те стрельцы, которые находятся в отношениях, у ваших партнеров тоже могут происходить очень активные перемены. И в отличие от вас, у ваших партнеров вот эти вот транзиты, они могут давать продвижение какое-то по службе, повышение какое-то. И, возможно, за счет ваших партнеров у вас тоже могут в этот период происходить какие-то перемены. И в целом, когда Меркурий идет по 4-му дому гороскопа, это такое, знаете, может быть много разговоров, много
обсуждения недвижимости, транспорта, того места, где вы живете, много разговоров с мамой. Дома, может быть, много надо писать, обсуждать, конспекты какие-то и узнавать, может быть, как купить квартиру, как построить, как купить машину, и все в таком роде. С 14 апреля по 15 мая по вашему пятому дому гороскопа пойдет Солнце. Солнце постепенно будет смещать фокус вашего внимания на тему комфорта, на тему не отношений, на тему влюбленности, детей, учебы, различных мероприятий, выступлений каких-то. И, возможно, даже где-то вам нужно будет выступить, либо вы посетите какое-то мероприятие, творческое, не творческое, какие-то перемены у детей, станет что-то ясно по поводу детей, вашей учебы и так далее. А 17 апреля будет в этом же пятом доме гороскопа новолуние. И новолуние в пятом доме, оно как раз и показывает, что начало чего-то нового в пятом доме. То есть, может быть, начало какого-то этапа у детей, если у вас есть дети, начало новой учебы, запуск какого-то проекта, посещение какого-то мероприятия, выступление, опять же, влюбленность, какое-то творчество в этот период времени, зачатие ребенка и все в таком роде. И с 19 апреля по 14 мая Венера заходит в ваш шестой дом гороскопа. Во-первых, конечно, Венера в шестом доме гороскопа говорит о том, что вот если у вас есть указание ремонтировать место жительства, да, то Венера еще указывает на транспорт, то есть машину отдать в ремонт, на техобслуживание, на техосмотр. Но это тоже может касаться одежды, украшений, каких-то вещей, искусства, вот таких вот текстиля и так далее. Потом еще может быть вы сами, допустим, хотите подобрать себе какой-то уход, какую-то аптечную косметику, то есть внимание к здоровью своему с точки зрения красоты проявляется. Обратите внимание на себя, может быть, даже походить там к косметологу, к каким-то таким врачам. Помимо этого, это период планирования и прогнозирования, связанного с работой, период планирования и прогнозирования, связанного с лечением, опять же, с косметологией тоже, период планирования и прогнозирования в вопросах кредитов, судов, в вопросах спорта, вредных привычек, вот избавление от вредных привычек, режима дня и так далее. То есть наводить какой-то порядок. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз для стрельцов на апрель 2026 года. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.